Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Что произойдет, когда Мелек встретит своего отца? Расскажет ли Мелек Джихану и его семье о прибытии ее отца Халила? Какова цель возвращения Халил-бея спустя столько времени? Пытается ли Халиль обмануть Хикмета, заставив его поверить, что он будет с ним сотрудничать? Что планирует Уиздрам? Сможет ли Джихан Тахсин сохранить свое решение работать вместе со своим дядей и стать одним целым? Как Джихан накажет Эсата за его плохое поведение и слова? Куда исчезли Эсат и Эсма? Тюркан соблазнила Беньямина, как и хотела. Каковы ее дальнейшие планы? Сможет ли Беньямин сделать Туркан беременной? Знает ли Джанан о ситуации между Беньямином и Тюрканом? Принесет ли результаты лечения, начатое Ноем? Попытается ли Севилай поддержать Нуха, когда узнает, что он проходит лечение? Произойдет ли что-нибудь между Харикой и Назимом? Назиму нравится Харика. Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Мелек рассказала отцу, как она злится, когда встретится с ним лицом к лицу, чтобы он не простил ее и не рассказал об этом Джихану и его семье, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Мелек столкнется лицом к лицу со своим отцом в тот момент, когда она этого никак не ожидала. Когда он оправится от пережитого шока, он расскажет, зачем пришел, и попросит счет. Он будет сердиться, задаваясь вопросом, представляют ли сейчас ценность дети, которых вы оставили с бабушкой много лет назад. Я думаю, что господин Халиль попробует сыграть на ее совести, чтобы заставить ее простить его. Мелек проявит крайне злое и агрессивное отношение к своему отцу и заставит его пожалеть о том, что он предстал перед ней. После этого она немедленно позвонит Джихану и скажет ему, что плохо себя чувствует, и позовет его к себе. Джихан немедленно придет к Мелек и попытается успокоить ее и выяснить, что произошло. Вместе они отправятся к Гэже Сумру и расскажут ей об этих событиях. Когда госпожа Сумру услышит это, она вспомнит свои неприятные воспоминания и очень расстроится. Тахсин бей и его дети Мелек и Нух окажут ему моральную поддержку. Господин Халиль возвращается после всего этого времени, и его цель – стать госпожой Хикмет. Хикмет Ханем использует Халил-бея, чтобы отомстить и Джихану, и Тахсину. В данном случае ситуация, которую господин Халиль считает преимуществом, будет обусловлена исключительно финансовыми причинами. Благодаря Хикмету Халил-бей узнает, что он может получить деньги от Сумру и детей. Однако Халиль-бей попытается возродить женские чувства Хикмета и обмануть его. В то же время он сделает все возможное, чтобы убедить вас в своей готовности сотрудничать. Господин Халиль в этом деле очень хорош, и Хикмет уже начинает влюбляться в него. Благодаря Халилю Хикмет заманит Джихана и Тахсин-бея в большую ловушку и захочет наказать их, отобрав их имущество. Но никто не настолько наивен, как думает Хикмет. Эта женщина очень эгоистична и думает, что она единственный умный человек. Теперь Джихан хочет построить счастливый брак и жить большой семьей. Вот почему он убедит своего дядю Тахсина в своей невиновности и убедит их объединиться. Он никому не позволит отменить это решение. Конечно, как всегда, Эсат и Харика будут давить на Джихана в этом вопросе. Он даже выгонит Эсата, который испытывал терпение Джихана на ужины, которые они организовали под видом ужина примирения. Эсма последует за Эсадом, чтобы он не ушел, и они никогда не вернутся. Когда они не вернулись в дом, в котором остановились, Джанан задался вопросом о них и спросил Наталью Ханем, где они. Наталья Ханем сказала, что они, возможно, остановились в отеле, поскольку вчера вечером уехали оттуда в неприятной обстановке. Однако я не думаю, что Эсад останавливался в отеле с Эсмой. Когда Эсма идет с Эсатом, хотя он этого не хочет, Эсад придумывает план, который причинит ей боль. Или пока Эсад в ярости вел машину, они могли попасть в аварию и оказаться в больнице. Он попытается вернуть Джихана Эсата на правильный путь, отобрав у него все акции и доходы и наказав его. Тюркан сделала все возможное, чтобы соблазнить Беньямина и уложить его в свою постель.
Беньямин прибежал на приглашение Тюркана, который тайно вложил ему в руку записку и запланировал встречу. И они нашли комнату Туркана, открыли дверь и с энтузиазмом вошли вместе с Турканом. В конце этой встречи Тюркан достигнет своей цели, и эти встречи будут продолжаться. Через некоторое время Туркна встанет перед Беньямином и скажет, что она беременна. Джанан беспокоит постоянный шепот Бентамина и Тюркана, и поэтому она толкает Тюркана. По мере того, как подобная ситуация будет повторяться, она будет становиться все более неудобной. Когда он последует за Беньямином и узнает, что он и Тюркна вместе, их встречи станут более частыми. Ной сделал большой шаг и начал посещать психотерапевта. Он продолжит это лечение, чтобы не потерять Севилай и ее семью. Слава Богу, очень скоро от старого Ноя не останется и следа. Севилай с болью в сердце продолжит ждать хороших новостей от Ноя. Благодаря Джихану и остальным они убедятся, что Ной уже не тот, что прежде, и попытаются вернуть его к жизни. То, что Севилай услышит о Ное, очень обрадует ее, и она будет рада, что он не отказался бороться за нее. Во время частых встреч с Харикой Назимом она поняла, насколько он наивен и добр. И по мере того, как ее сердце смягчалось по отношению к Назиму, он также начал нравиться ей. Чтобы увидеть ее, он притворился, что их пути пересекаются, и хотел провести время вместе. Во время этих встреч тонкое поведение Назима, даже его как будто сближение с Харикой, вселило в нее еще больше надежды. Я не думаю, что Назим любит Харику, он любит ее как младшую сестру, но, похоже, непонимание этого Харикой приведет к неминуемой катастрофе. Как вы думаете, что он сделает, если столкнется с такой реальностью? Сможет ли Джихан сохранить равновесие и удержать братьев рядом с собой? Как Джихан, Сумру Ханем и Нух Халил Бей будут держаться от них подальше? Будет ли раскрыто, что Халиль и Хикмет пытались вместе устроить ловушку? Потеряет ли Хикмет свое сердце и деньги из-за Халиля? Сможет ли Севилай больше не выносить разлуки с Нухом и вернется ли она к нему? Что случилось с Эсмой и Эсатом? Раскроет ли Туркна сознательно свои отношения с Беньямином? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.